Друзья, всем привет, с вами канал Будь Мужиком. Сегодня хочу вам рассказать, по каким причинам у вас задувает котел. Первое, это слабо горит фитиль. Фитиль может гореть слабо либо из-за того, что он забит, его нужно прочистить, либо из-за того, что у вас слабое давление на входе. Если у вас есть надомный регулятор, обязательно проверьте его настройки. Возможно, вам нужно повысить давление на входе, так как давление на входе постоянно колеблется из-за того, что потребление бывает разное в разные периоды. Соответственно, в отопительный сезон, когда газовые котлы работают, потребление газа больше и давление на входе также падает, а регулятор, насколько вы знаете, держит некий дифференциал между давлением на входе и давлением на выходе. И, соответственно, этот дифференциал тоже падает, из-за этого может слабее гореть и ваш фитиль. Проверьте настройку регулятора, а также прочистите фитиль. Вторая причина – это вышел из строя датчик контроля пламени. В разных котлах он разный. В большинстве домашних котлов это термопара. Термопара должна постоянно находиться в огне, так же как и электрод ионизации, и так же как и фотодатчик должен всегда обнаруживать пламя на вашей горелке. Если термопара находится в изношенном состоянии, то она при любом каком-нибудь слабеньком дуновении ветра, когда у вас фитилечек буквально немножечко отклонится от этой термопары, тут же выбивает автоматику и у вас тухнет фитиль. Если у вас это электрод ионизации, происходит аналогичная ситуация. Электроды ионизации обычно устанавливаются в энергозависимых двухконтурных котлах, которые вешают на стенку. Фотодатчики же стоят уже в котлах большей мощности, в основном это уже мегаваттники, но это уже в принципе промышленный тип котлов. Еще одна причина, по которой может тухнуть котел, это плохая тяга в дымоходе. Это говорит о том, что у вас либо туда попал какой-то мусор, либо обвалился какой-нибудь кирпичик, либо птичка надышалась угарным газом и решила кувыркнуться вам в котел, либо у вас там поселился человек-паук и паутиной вам запутал весь дымоход. Соответственно, дымоход надо почистить для того, чтобы улучшилась тяга. Будет хорошая тяга, не будет тухнуть фитиль. Еще одна из причин, по которой тухнет котел, это то, что у вас одноэтажное здание, либо вы живете на верхнем этаже. В таком случае ветру проще всего попасть в ваш котел. Для того, чтобы избежать затухания фитиля при таком устройстве дымохода, необходимо сделать защиту оголовка дымохода, то есть поставить такие как шайбочки, вот так вот. Заметьте, козырьки, зонтики по правилам безопасности газоснабжения Украины запрещены. Почему? Потому что снег, когда тает, он начинает постепенно стекать и образовывать сосульки на горячем дымоходе. Таким образом, дымоход может быть полностью закупорен. Поэтому ставят шайбы. Они как бы стоят вокруг оголовка дымохода и таким образом защищают его от ветра. Еще один из способов защититься от затухания котла при такой проблеме – это увеличить количество поворотов дымохода. Если у вас дымоход выходит из котла и сразу в стенку, соответственно, ветру, чтобы туда попасть, достаточно преодолеть лишь один поворот, то есть место стыковки вашего дымохода и котла. Если вы увеличите количество поворотов в вашем котле, то ветру будет уже труднее добраться до вашего котла. Но заметьте, на дымоотводящем патрубке котла не может быть более 3 поворотов по правилам безопасности газоснабжения. Еще одна из причин, по которой могут задувать котел, это недостаточная приточная вентиляция или отсутствие вент-канала. При сжигании 1 куба газа сжигается 10 кубов воздуха. Соответственно, в большинстве случаев в домашних бытовых котлах, если это не турбинированный тип котлов с коаксиальной трубой, используется воздух из помещения. И соответственно, если у вас недостаточная приточная вентиляция, то бишь по правилам, опять же, безопасности газоснабжения, не подрезана дверь, либо не сделаны отверстия, и помещение у вас находится постоянно закрытым, то, соответственно, притока воздуха не хватает для того, чтобы котел горел. Либо вент-канала у вас может не быть, либо он просто может быть у вас забит. Опять же, надо либо прочистить вент-канал, либо обеспечить приток воздуха снизу. Это, опять же, нужно для того, чтобы сжигать необходимое количество воздуха в помещении. Если же у вас не будет приточной вентиляции, либо не будет тяги в вент-канале, то котел начнет сжигать воздух из помещения. Когда весь воздух в помещении будет сожжен, он начнет воздух захватывать с улицы через дымоход. Таким образом образуется обратная тяга, образуется некий сквозняк, и опять же этот сквозняк может затушить ваш котел. Еще одна из проблем, это может быть проблема с цепью безопасности пилотной горелки. Цепь безопасности в основном это у нас датчик тяги, либо предельный термостат, то есть после датчика контроля пламени обычно стоит еще несколько средств защиты. Эти все средства защиты необходимо проверить. Зачастую контакты эти все киснут, и их надо хорошо зачищать. Если у вас будут где-то закисшие контакты, то контакта не будет. При отсутствии контакта, при попытке разжечь фитиль, у вас будет просто выбивать автоматику. Либо вы автоматику опять же зажжете, и если фитилечек немножечко отклонится от вашего электрода ионизации, либо термопары, то напряжение, которое останется на вашем датчике, его величины может просто не хватить для того, чтобы удержать клапан в открытом состоянии, и фитиль тухнет. Поэтому обязательно нужно проверять контакт
контакты цепи безопасности вашего котла. Это датчик тяги, предельный термостат, а также термопара. Еще одна из причин, по которой у вас может задувать котел, это то, что дымоход находится в зоне ветрового подпора. Что такое зона ветрового подпора? Если с вашим дымоходом рядом находится высокое здание либо дерево, то зона ветрового подпора называется линия, которую можно провести от этого близстоящего здания либо дерева в сторону вашего дымохода. То есть проводим линию от здания в сторону вашего дымохода визуально 45 градусов, и ваш дымоход должен находиться выше этой воображаемой линии на полметра. Если у вас дымоход находится ниже, то у вас могут в дымоходе образовываться завихрения и дымоход будет тухнуть. По правилам безопасности газоснабжения дымоход должен быть вне зоны ветрового подпора. Также в отдельных случаях я наблюдал такие ситуации, когда, к примеру, котел находится на кухне, кухня находится где-нибудь на втором-третьем этаже здания, и в этой кухне имеется балкон. Итак, что происходит? Люди открывают дверь балкона, тяга в дымоходе у них великолепная, и что получается? У нас сначала был, допустим, какой-нибудь приток воздуха из коридора, там, например, или соседних комнат при открытой двери на кухне, и тяга была более-менее стабильна. И тут при открытом, резком открытии балкона что происходит? Огромное количество свежего холодного воздуха поступает в кухню и образуется очень резкая, сильная тяга в дымоходе. Количество воздуха увеличивается и горячий воздух начинает уходить в дымоход с еще большей скоростью. Таким образом фитиль начинает буквально вот аж колебаться, гулять, и таким образом опять же его может просто либо сдуть, либо если там плохие контакты цепи безопасности, либо изношенные датчики, как я уже сказал ранее, это тоже может повлечь за собой то, что ваш котел потухнет. Надеюсь, что информация была вам полезна, я старался изложить все максимально понятно. Всем спасибо за внимание, с вами был канал Будь Мужиком, оставайтесь на моем канале и вы увидите еще много полезного и интересного видео.